В комментариях к одному из моих видео мне задали вопрос. Просили рассказать об антивозрастных кремах. Стоит ли их использовать и действуют ли они? Я вынужден ответить «нет». Сожалею, но молодости вашей кожи они не добавят. Все, что они делают, это немного подтягивают кожу и увлажняют ее. Но это временно. Но моложе кожа от этого не станет. В одном исследовании говорится, что антивозрастные кремы уменьшают морщины менее чем на 10% за 3 месяца. 10% глаз заметить не в состоянии, так что визуальные изменения вряд ли будут. Тогда что же предпринять? Можно ли обратить старение вспять или хотя бы замедлить его? Ответ — да, если понять отличие принципа изнутри наружу от принципа снаружи внутрь. Ничего не получится, если пытаться омолодить тело, чем-то его обмазывая, то есть действуя снаружи внутрь. Сработает только подход изнутри наружу. Тут есть несколько факторов, но нужно смотреть и на то, насколько интенсивны окислительные процессы. Происходит ли что-то, что разрушает ткани и ДНК? И, с другой стороны, сколько в теле антиоксидантов, устраняющих повреждения от свободных радикалов. Если кто не в курсе, свободный радикал — это непарный электрон. Давайте рассмотрим пример. Я схематично изобразил атом. И в этом атоме вокруг ядра крутится всего один электрон. У этого электрона нет пары, второго электрона. Его просто нет. Из-за этого атом становится очень нестабильным, что разрушительно действует на организм. Антиоксиданты отдают электроны, стабилизируя такие атомы и уменьшая таким образом ущерб. Есть два источника антиоксидантов. Один экзогенный, то есть существующий вовне, в вашем рационе. Это листовая зелень, крестоцветные овощи. В них содержатся антиоксиданты. Витамины тоже действуют как антиоксиданты. Это такие витамины, как Е, А и С. Даже витамин В1 действует как антиоксидант. И они всегда действуют совместно. Когда антиоксидант отдает свой электрон, он сам теряет стабильность. Это может вызвать проблемы, и он забирает электрон у другого антиоксиданта. Такая вот взаимовыручка. Вот так обстоят дела с экзогенными антиоксидантами, которые вы получаете с пищей. А еще есть эндогенные антиоксиданты. Наш организм может сам производить антиоксиданты. Круто же! И тех, и других антиоксидантов нужно ровно столько, чтобы нейтрализовать окисление, вызванное окружающей средой и тем, что вы едите. Окисление, которое вызывает разрушение и преждевременное старение. Что может усугубить проблему? В первую очередь глюкоза, высокоуглеводные диеты. От них подскакивает инсулин, который затем соединяется с определенными белками в теле и приводит к так называемому гликированию. При соединении сахара с белком получается белок, который уже не функционален. Из него ткани теряют эластичность, и человек выглядит гораздо старше. Иначе это называется конечные продукты гликирования. Они появляются из-за высокого содержания глюкозы в принимаемой человеком пище. Есть еще интересный момент. Из-за дефицита нутриентов с пищи в организм не поступают некоторые биологические ферменты, которые участвуют в восстановлении и стабилизации тканей на клеточном уровне. Так что нутриенты играют ключевую роль в замедлении естественного старения. Худший сценарий — человек ест много углеводов и получает мало нутриентов. От этого стареет кожа, и человек выглядит старше. От этого стареют внутренние органы. Но, с другой стороны, если топливом телу служат не глюкоза, а кетоны, то они работают как антиоксидант. И это очень-очень круто. Это гораздо более здоровый источник энергии. Я всегда рекомендую здоровую версию кетогенной диеты. Так тело получает нутриенты из пищи, которые не дают свободным радикалам наносить вред и благодаря которым кожа и другие ткани выглядят здоровыми. Также в этом участвуют гормоны. Гормон, который нам очень нужен, — это гормон роста.
Этот гормон — лучший борец со старением. Он стоит на страже белков в организме, а от этого зависят и кожа, и волосы, и ногти, и внутренние органы. За все это отвечает гормон роста. С возрастом уровень гормона роста падает, нужно стремиться его поддерживать. Одни вещи снижают уровень гормона роста, а другие повышают. Кстати, глюкоза снижает уровень гормона роста. Инсулин снижает уровень гормона роста. Так что высокоуглеводные диеты — ваши враги. Кортизол, который вырабатывается при стрессе, тоже блокирует гормон роста. Кортизол разрушительно действует на белки в организме, на кожу. Из-за него люди стареют гораздо быстрее. Алкоголь тоже вреден, он иссушает организм, он блокирует гормон роста, из-за него люди выглядят старше. А как же повысить уровень гормона роста? Упражнения помогут, но тут главное не переборщить. Занимайтесь правильно, восстанавливайтесь после тренировок, и гормон роста повысится в 6-8 раз. Так что обыкновенные упражнения — один из самых важных факторов. И если подойти к упражнениям правильно, они снизят и кортизол, то есть стресс. А еще голодание. Голодание — один из самых важных факторов, если хотите замедлить старение и выглядеть моложе. А еще периодическое длительное голодание стимулирует стволовые клетки. Стволовые клетки восстанавливают ткани, иммунную систему, кишечник, кожу. Так что голодание, пожалуй, один из лучших способов выглядеть моложе. От него уровень гормона роста повышается в 14-21 раз. Дальше сон. Это еще один важный фактор для повышения гормона роста. Если заниматься интервальным и длительным голоданием, высыпаться, избегать стресса, тренироваться и соблюдать здоровое кето, то это будет лучшим способом замедлить старение. Если вы думаете, что этого можно добиться при помощи крема, зря. Так не получится. Спасибо за просмотр. У меня есть пара интересных видео о гормоне роста. Посмотрите.